На восточном берегу Каспийского моря находится Дагестан, самая опасная провинция страны. Умеете ли вы водить машину, которая Лада Гранта, и не съехать в обрыв сегодня с нашей программой? Я не водил русские машины на механике. Вообще, по-моему, никогда с автошколы. Там смотри, там такой обрыв. Это самая страшная дорога в нашей жизни. Конечно же, я ее не... Нам перестало вести с погодой. Сегодня у нас грязь, обрывы и дожди. Мы до сих пор не знаем, где будем спать сегодня. У нас не забронено вообще ничего на эту ночь, поэтому мы рассчитываем на палатку. Все размыло нафиг. Мы честно сделали все, что смогли, но, судя по всему, не судьба. Вообще не ха-ха, быстрее шторм поднимается, бегом. 3, 2, 1. Мы тебя пережили, сука! Мы выжили в 20-м! Когда мы провожали 2020 год, нам казалось, что хуже быть не может. Я ошибался. В марте 2021 года от ковида внезапно, глупо и абсурдно умер мой отец. Дагестан стал моим первым путешествием после его смерти и способом восстановиться после полученной травмы. Я думаю, большая часть зрителей сейчас захочет выключить это видео, но для меня важно запечатлеть здесь то эмоциональное состояние, в котором я был, отправляясь в путь. Привет! Сегодня 2 мая, и мы в Махачкале, столице Дагестана. Сегодня мы должны как раз взять свою машину. Привет, Лада Гранта на механике. Надеюсь, что нам удастся с ней справиться в условиях горной местности. Я не водил русские машины на механике. Вообще, по-моему, никогда с автошколы. Это должно быть довольно интересным челленджем. Но вообще у нас такое погружение здесь в атмосферу. Почти 10 дней на то, чтобы осмотреть плюс-минус все самые известные достопримечательности Дагестана. Я думаю, должно быть весьма интересно. Пока нам очень все нравится, потому что видно вот здесь Каспий, южный воздух, очень приятно пахнет. Есть какие-то остатки старой архитектуры даже, которые, в общем, на самом деле обходятся за день, может быть, 2. Натаха невероятно помогла мне пережить потерю отца. Я не знаю, как бы я смог это все вынести без нее. Она была каждую минуту рядом и помогла мне, нашей семье перенести это. То, как она поддерживала меня, то, как мы переносили 2020 год, вселило в меня уверенность, что наша любовь действительно является чем-то вечным. Я чувствовал эту любовь с ее стороны, чувствовал любовь к ней. Но не бывает, наверное, ничего вечного, да? Обычно travel-жанр не подразумевает показа сложных переживаний, но меня всегда тошнило от всех этих чрезмерно оптимистичных и переполненных позитивом видео. И поэтому мне хочется выйти за принятые рамки и честно, не подслащая, документировать собственную жизнь. Проведя ночь в Махачкале, мы взяли машину и приготовились покидать город. Мы взяли с собой палатку, поскольку мы не смогли заранее забронировать ночлег в нескольких пунктах назначения нашей поездки. И гадали, придется ли нам ночевать на улице. Это просто маяк. Ну, тебе не нравится этот маяк? Вот так вот мы начинаем наш роуд-трип по Дагестану. Закупились едой какой-то. И сидим, поедаем бананы в машине посреди рынка. Ну, то, в общем, очень в нашем духе. Времени-то просто пожрать нету, просто потому что у нас, как обычно, оказалось, что надо сегодня еще много куда успеть, а солнце тем временем уже не так высоко, как нам хотелось бы. Да. Мы опоздали к Сарыкумскому бархану. Вход был закрыт, и это был первый, но не последний наш фейл в Дагестане.
Сегодня мы выехали из Кизил-Юрта, причем подорвались супер рано, потому что я очень боялся, что мы ничего не успеем посмотреть. У нас был реально сегодня идеальный тайминг. Единственный фейл сегодняшнего дня: не смогли мы покататься на катерах, потому что, чтобы доехать до базы катеров, нужно ехать то ли на УАЗе, по грунтовке довольно далеко и долго, и мы решили, что ну нафиг, и просто забили. Что, пойдем на ГЭС посмотрим? Пойдем смотреть на ГЭС. Сулакский каньон – один из самых впечатляющих каньонов мира, и вместо того, чтобы рассказывать скучные данные про его глубину и длину, я предлагаю просто посмотреть на него без всяких слов. Мы были на Сулакском каньоне в 10 часу утра, и он действительно стоит того, чтобы его посетить. Причем мы туда приехали еще до того, как туда приехала реально куча народу на туристических автобусах. Я не знаю, здесь всегда так или нет, но вот именно вот в этом сезоне народу очень много. В принципе, дорога очень живописная, очень красивая. Это башни оборонительные, очень красивое шоссе, серпантин. Худшего я ожидал от местного трафика, который на самом деле не такой уж страшный, как я себе его представлял. Ну, подрезают немножко, обгоняют довольно близко, но при этом, при всем, это достаточно терпимо и вывозимо даже в самостоятельной поездке. Я снимаю тебя, но я не Нет, уверен. ты не... Ну, типа, то, что ты меня снимаешь, это не ты со мной. Что со мной? Ты в процессе съемки. И к вечеру вот мы поднялись на плато, где стоит деревня Хунзах на высоте 2000 метров. Вниз с этого плато падает водопад. Очень атмосферное место. Мы остановились в хостеле с раздельными номерами и наконец-то смогли поесть вкусно, нормальной здешней кухни, и очень этому рады. Вот этот вот национальный колорит, он, конечно, чувствуется, и он прикольный. Мы не знаем, где будем жить последующие 3 дня, просто потому что мы не забронировали никаких ночлежек, и мы рассчитываем на палатку. Большая проблемка в том, что мы можем двигаться только в светлое время суток, потому что в темное, во-первых, ничего не видно, во-вторых, и как бы делать нечего. Поэтому после захода солнца единственное, что остается делать, это есть и спать. Получается, что нужно подрываться с рассветом, чтобы успеть все закончить к 7 часам вечера, когда солнце уже садится. Мне кажется, мне стоит рассказать о моем синдроме ФОМО. Я просто не могу отправиться в путешествие и спокойно расслабиться и кайфовать, потому что я сегодня правильно в 4:50 или в 4:45 я подорвался и пошел снимать рассвет, потому что боялся, что погода дальше испортится, что я упущу самый классный рассвет в этом мире и буду очень сильно жалеть всю оставшуюся жизнь, просто потому что этого не сделал. Это меня мучает, это мучает мою напарницу постоянно, и я пытаюсь с этим что-то сделать, успокоиться,
просто выдыхать, просто получать удовольствие от процесса, но все равно вот что-то вот заставляет меня вскочить, взять с собой все свои девайсы и помчаться снимать, потому что я думаю, ну это же золотой час, ну это же рассвет, это закат. И вот в эти вот периоды это как будто ты превращаешься в оборотня, ты больше не владеешь своими мыслями и желаниями, а только думаешь, так, как бы мне снять кадр получше. Довольно забавная штука и не очень здоровая. Сейчас я думаю, что в значительной мере фома была связана с попытками избавиться от травматичных воспоминаний, быть постоянно в поисках новых впечатлений, не думать о пережитой потере. Прикольно, что никого нет. Мы тут одни. Панули, надо было еще раньше встать. С рассветом мы направились к Матласским пещерам, находящимся близ Хунзаха. Сегодня у нас пикник С видом. с видом, завтрак в горах такой. Клево, да? Овсяночка. Просто потому, что мы не дождались завтрака, который должен был быть в хостеле, и поехали смотреть красоту. Поехали? Поехали. От Хунзаха нам нужно было попасть к Кахибу и Гуору. Мы доверили построить маршрут навигатору, но что-то очевидно пошло не так. Блин, мне кажется, это самая страшная дорога в нашей жизни. Конечно же, я ее нет. Мне не страшно, мне не страшно. Узкая грунтовка серпантином, безо всякого намека на ограждение, под крутым наклоном спускалась вниз над пропастью. Нормально, я же ездила на механике. Вот там машинка стоит. Хочешь, тоже остановимся? Ты хочешь остановиться? Там смотри, там такой обрыв, конечно, я хочу остановиться. Опять же, нужно же всем показать, что я за рулем. Разорвать, так сказать, шаблоны. Нет таких стереотипов о женщинах, которые не умеют водить. Страшно? Оказалось, что мы выбрали одну из самых опасных дорог Дагестана – грунтовку от Хунзаха к селу Заиб, которую даже опытные джиперы называют непростой. Только наше слабоумие и отвага не дали нам повернуть назад. Что там? Джипинг? Жигулинг? Грантинг. Передаю привет снова моему инструктору по вождению. Надеюсь, он все еще икает. И поехали в гору снова. На самом деле поднимались меньше получаса. На краю обрыва в старом Гуоре стоят 3 сторожевые башни. Это все, что осталось от старого поселения. Дагестан полон заброшенных сел в горах, их насчитываются десятки. Многим селам-призракам сотни лет, но большая часть из них вымерла уже в нынешнем или в прошлом веке. Многие из них обезлюдили из-за депортации кавказских народов, проводимых советской властью. Другие вымерли из-за урбанизации. Молодежь уехала в города, и старые поселения вымерли. Третьи оказались заброшены из-за банальных сложностей с проведением воды, газа и электричества. Вместе с ними безвозвратно ушли культура, традиционные промыслы многих национальностей Дагестана. Размышляя о безвозвратно утраченном, я подумал об отце.
о тех картинах, которые он никогда не напишет, и поймал себя на мысли о том, что в пути я совсем не думаю о своей потере. У меня получилось отключиться от навязчивых скорбных мыслей, и в этом смысле путешествие определенно оказывало на меня терапевтический эффект. Это древний аул Кахиб, ныне заброшенный. Очень круто, как здания все сливаются с горой. Путешествия ценны в том числе тем, что показывают тебе, что смерть – это неотъемлемая часть жизни, и помогают принять то, что ты не можешь изменить. Они заставляют жить настоящим каждый твой день в пути, не думать о прошлом и будущем. Мне нравится, как там сзади видно вот эту вот башню сигнальную. Когда мы уезжали из Кахиба, закатное солнце внезапно подсветило доселе сливающийся с горой заброшенный аул, ярко выделив его на фоне ландшафта. Близилась ночь, а мы до сих пор не знали, где остановиться. За день мы устали, и сил что-то организовывать оставалось все меньше. Мы решили направиться к аулу Гуниб, надеясь договориться о постое с местными. На крайний случай мы готовы были искать место под палатку. Прибыли в Гуниб. Город очень необычный, потому что он расположен на горе вот так террасами. Было очень странно понимать, что это тоже расположено в России. Мы поселились в какой-то квартире, которую нам сдали за 2000 рублей какая-то тетушка. Вот. И на утро обнаружили, что в квартире нету ни интернета, ни воды, ни горячей, ни холодной. А еще с нас хотели 2000 рублей за комнату на следующую ночь. Да, с этим небольшая проблемка, потому что мы до сих пор не знаем, где будем спать сегодня. У нас не забронено вообще ничего на эту ночь, поэтому вполне вероятно, что мы будем искать кемпинг и ставить палатку прямо в кемпинге, возможно, в Верхнем Гунибе. И очень надеюсь, что нам будет не так уж мокро и холодно, как я того боюсь. Нам перестало везти с погодой, как нам везло предыдущие несколько дней, поэтому мы запланировали поехать смотреть Карадахскую теснину и Салтинский водопад, потому что там плюс-минус всегда влажно, идет на улице дождь или нет. И мы надеемся, что завтра распогодится. Несмотря на мокрую погоду, мы обнаружили Салтинский подземный водопад пересохший. Только отполированные формы камня напоминали о том, что там должна была бить струя воды. От Салтинского водопада мы направились к Карадахской теснине. Продолжаем наш курс экстремального вождения в Дагестане. Сегодня у нас грязь, обрывы и дожди. Умеете ли вы водить машину, которая Лада Гранта, и не съехать в обрыв? Сегодня в нашей программе. Так близко. Мы у входа в Карадахскую теснину, которая находится прямо за нами, за нашей спиной, но вход туда невозможен, потому что все размыло нафиг. Мы честно сделали все, что-то могли, но, судя по всему, не судьба. Хайк должен был быть достаточно эпичным, но даже пробовать пробраться через эту грязевую лужу, хоть она и длиной всего несколько десятков метров, очень обидно, дико. Ну и по сути нам остается возвращаться назад в Гуниб и попробовать посмотреть Верхний Гуниб за сегодня. И найти себе место там под палаткой. Ты чего?
К вечеру дождь перестал, а мы нашли место под лагерь. Мы наблюдаем закат в Верхнем Куниве. И сегодня ночью снег засыпал вот эти вот дальние горы. И теперь розовыми лучами заката их освещает. Так круто. И мы здесь остановились с палаткой в этом лесу. Будем здесь сегодня жить. Да. Прям в лесу на Кавказе. Пал с палаткой, пьем чаечек. Мы достаточно удобно все положили в багажник наших «Жигулей», который, в общем, в принципе, неплохо водится даже по горам на механике. Я ожидал худшего. Мы немного опасались ночевать в лесу с палаткой, но в итоге чувствовали себя довольно безопасно. Наш сон никто не потревожил. Идем по дороге от водопада. Сегодня едем в Чох и смотрим аул-призрак Гамсутль. Один из самых ожидаемых пунктов сегодня. Блин, какая красота, просто невозможно. За мной историческое заброшенное село Гамсутль. И здесь очень много туристов. Просто капец. Было такое ощущение, что мы реально на Красной площади в час пик, то есть реально толпами люди идут и идут. Несмотря на то, что руины Гамсутли выглядят древними, село оставалось обитаемым до 2015 года, когда здесь умер последний его житель. Во время пандемии, когда поездки за рубеж стали намного менее доступны, очень многие в России открыли для себя внутренний туризм, и Дагестан стал одной из точек его притяжения, потихоньку избавляясь от репутации самого опасного региона. Было сложновато нам с таким количеством людей, которые вокруг нас ходят, кричат, фотографируются и так далее. Мы пытаемся от этого убежать. Именно поэтому вот мы поехали вдвоем, безо всякого водителя, безо всякого сопровождения, без гидов. От Гамсутля нам предстоял долгий переезд к Кубачам, и чтобы успеть засветло, мы гнали во весь опор через ту часть Дагестана, что не избалована вниманием туристов. Там взгляды местных становятся более колючими, асфальт исчезает, а в голову лезут мысли о печально знаменитых кирпичных заводах Дагестана, использующих рабский труд при попустительстве властей. Нам совсем не хотелось бы застрять там на ночь. Так выглядит аул Кубачи. Это древний аул, в котором испокон веков люди заняты ювелирным мастерством. И ему реально сотни лет. И очень интересно смотреть, как наслаиваются друг на друга современная часть Кубачей и историческая. Люди реально во всей этой исторической застройке живут. Я не припомню, чтобы в России было много таких мест, чтобы всякие древние деревни имели возраст по несколько сотен лет.
Улицы Кубачей представляют собой лабиринт проходов, вьющихся между домами, облепившими горный склон. Новострой здесь соседствует с древними сооружениями, как будто еще тех времен, когда это место звали Зирих-Геран в первом тысячелетии нашей эры. Да, истории здесь любят. Дагестан определенно кошачье место скорее, чем собачье. Кошек здесь очень много, и они постоянно везде встречаются, валяются где хотят и мило клянчат еду во всех ресторанах вокруг. Гуляя по Кубачам, мы заметили вдали на холме развалины и отправились к ним. Это оказалось село Амузги. До 1937 года оно славилось своим холодным оружием. Последний житель села умер в 2016 году. Мы нашли еще одно заброшенное село, и здесь вообще никого нет. Очень интересно смотреть здесь на декоративные камни, на которых выбиты какие-то барельефы. Вот справа какое-то просто чудовище с крыльями, судя по всему. Что-то лавкрафтианское, мне как обычно чудится в этом всем. Повсюду на склонах гор в Дагестане можно увидеть террасы, похожие на рисовые террасы в Азии. Они служат той же цели – удобству земледелия в условиях ограниченного количества пригодных к этому земель. Многим из них сотни, если не тысячи лет. В Дагестане проживают представители более 30 коренных национальностей и более 110 народов и народностей с 14 основными языками. Поэтому дагестанцам, как правило, приходится общаться даже между собой на русском, как самом распространенном языке. Позади меня Дербент. Нужно идти вот так вот по этим ступеням вверх. И мы находимся напротив цитадели. Дербент – самый древний город России. В 438 году была основана цитадель, которую мы и отправились рассматривать. Тебе не интересно? Я хочу есть. Вид на Дербент, как тебе? Хочу есть. Находится голодный шакал. Мне очень повезет, если я сегодня останусь целым и невредимым и не съеденным заживо. Мы не встретили от местных никакой агрессии в свой адрес. Напротив, повсюду, куда бы мы ни попадали, мы получали очень дружественный прием. Люди искренне радовались тому, что мы приехали к ним в гости, посмотреть их родные края. Да, вероятно, не стоит провоцировать людей, например, слишком открытой одеждой, но соблюсти правила довольно просто, если помнить, что вы контактируете с людьми традиционных взглядов. Недалеко от Дербента на песке Каспийского пляжа лежит дереликт времен Первой холодной войны – экраноплан Юн. Странная машина сочетает в себе черты самолета и лодки и несет на себе противокорабельные ракеты. Возле Дербента находится единственный построенный экземпляр, и даже облупленный и побитый временем он завораживает, выглядя как артефакт инопланетной цивилизации. Поскольку по статистике до этого места в видео досматривает очень малый процент зрителей, можно под конец угореть и поставить саундтрек черкесский блэк метал от группы The Fuck.
И да, если вы вдруг досмотрели до сюда, возможно, видео вам понравилось. Поэтому поставьте лайк, колокольчик и напишите комментарий, например, о своем опыте путешествия в Дагестан. Для баланса. Но у нас все равно дисбаланс. Погнали! Последним пунктом посещения стал 8-й цех завода «Дагдизель», искусственный остров на расстоянии почти 3 километра от берега. В 40-х годах прошлого века это была испытательная станция морского оружия. Объект заброшен с 1966 года и предоставлен на откуп птицам, рыбакам да туристам, желающим острых ощущений. Нормально? Оба. Так. Торпеда? Птенчики. Так выглядят птенчики чая. Очень понравился еще сегодня 8-й цех Дагдизеля. Это просто как бы царь-заброшка, которая постепенно разрушается под волнами с Каспийского моря. Мы были, когда вышка Дагдизеля еще стояла до ее обрушения в 2025 году, но предпосылки для ее падения из-за постоянно подтачивающих ее ударов волн Каспия были видны уже тогда. Алло, зовут? Вообще не ха-ха, давай, да, спускайтесь, уже ждем вас только здесь. Быстрее, шторм поднимается, бегом. Да, раздувай, да, я же говорю, Давай, давай, собирайся. Да, и что, даже твои вещи не забрал. Ключи здесь, да? Да. Отлично. Вот и закончилось наше путешествие по Дагестану. За эти 9 дней мы успели в общем и целом посмотреть регион, его самые популярные туристические места. И я должен сказать, что я не ожидал, что это будет так прикольно, так интересно все. 9 дней у нас были супер насыщенные. Очень классная штука, что сюда можно поехать самостоятельно, без гида. И мы с успехом это проделали. Просто взять машину и ехать туда, куда глаза глядят, туда, куда тебе заблагорассудится. Здесь безопасно. У нас не было ни одной ситуации, когда нам угрожала бы какая-либо реальная опасность. Несмотря на небольшие опасения, на Ладе Гранте на механике Дагестан проехался вполне себе нормально. Не понадобился ни джип, ни трактор. У нас действительно получилось сохранить себя и автомобиль в целости и сохранности. И это еще раз подтверждает тот тезис, что в Дагестане можно путешествовать самостоятельно. Для меня в тот момент путешествие оказалось глотком свежего воздуха.
и позволило мне на время забыть о моей потере. Я еще не знал, что впереди меня ожидает новое, но об этом в следующих видео. Спасибо, что посмотрели, поставьте лайк этому видео и подпишитесь, если хотите поддержать мой канал.